занимайтесь своим делом. И не дергайте, не смотрите по сторонам. Занимайтесь своим делом. Короче, работаем, братья. Да, работаем и все. Как замерзли у меня руки, это даже не передать. Ребята, ну что, всем привет. В общем, мы уже едем. Отснимали мы съемки, сняли дядь Женю, сняли ролик про Павловню. Но в первую очередь я хотел с вами поговорить не об этом. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня на обоих каналах давно не выходило никакого видеоролика. С чем это связано? Ну, вы, наверное, понимаете, с чем это связано. С обстановкой. Честно скажу, первое время вообще самому не хотелось ничего снимать. Ну, просто вот такое вот состояние и непонятное, и какое-то подвешенное. Ну, вообще, вот все какое-то отвратное было. Ну, и к тому же, представьте себе, приезжая к человеку, он с таким же настроением, и мы пишем для вас какой-то фильм, какой-то ролик. Понятно, что ничего толкового, интересного с этого не выйдет. Логично. Вот. Поэтому реально нужно было, чтобы прошло какое-то время, как-то отойти, прийти в себя, понять, что вообще происходит. И вот наверняка многие из вас ждут какие-то вот мои мысли по этому поводу. И наконец-таки они у меня созрели. Ребят, не нужно ни в коем случае сейчас заморачиваться, ходить в какой-то депрессии, паниковать, нервничать. Нужно заниматься, еще раз, в 100-й раз скажу, я постоянно вам об этом говорю, заниматься теми вещами, которые ты умеешь. Потому что у всех есть семьи, у всех есть какие-то обязательства. Всем надо кормить свою семью, зарабатывать деньги, ходить на работу, не знаю, там, печь хлеб на пекарне, пахать землю, там, не знаю, лечить людей и так далее, и так далее. Мы в первую очередь нужны самим себе. Поэтому не нужно ни в коем случае, тем более текать с какой-то страны там куда-то, искать себя в какой-то там Грузии, в другой еще, не дай бог, стране. Вот. Мы нужны здесь, у себя, на своей земле. Поэтому смотрим очередной ролик с дядей Женей. Ролик по мне получился просто шикарный, бомбезный. А сейчас мы, короче, уже стартуем домой. В общем, всем приятного просмотра. Ну и ваши комментарии, как всегда, внизу. Все, всем пока. Ну, ребята сидят в Израиле, описывают ситуацию, которая у нас. Ну, что это за дела? Ну, ребят, ну, если бы вы здесь были, погружены были здесь, это я согласен, да. А вы сидите в Израиле, комментируете нашу жизнь. Да сидите там и комментируйте у себя. Ну, так вот. Ну, сейчас просто идет, наверное, масштабная информационная война против России. Да, конечно, конечно, конечно. Ну, а с дочкой на фоне чего конфликт? Не, конфликтов нету, не. Я сказал, по этим вопросам мы даже с тобой обсуждать ничего не будем. Все, с тех пор мы даже не обсуждаем ничего. Ну, вчера, допустим, мы у него спросили, действительно так, что, да, говорит, на заправках бензина, да, слабо. Ну, мы сейчас не ездим особенно, говорит, на машине, поэтому нам... Хорошая у многих там отговорка. Ну, мы сейчас поменьше времени. Нет, ну не в этом суть вопроса. Ага. Просто там они переехали в другое место, там на автобусе, там, что им легче, ну, в общем, вот так. Ну, а вы как вообще, дядя Жень, видите происходящее? Ну, мы к чему идем? Что происходит вообще? Что ждать-то? Ждать только хорошее. Вот так. Всегда нужно... Ты знаешь, вот мне тут жена недавно прочитала одну вещь, говорит. Один психолог, немецкий психолог, нет, извиняюсь, не немецкий психолог, а он был в концлагере, я не знаю, какая у него национальность, но он был в концлагере еще ребенком. И он говорил так: тот, кто думал, что это вот сейчас закончится, погибал. Тот, кто думал, что это долго будет, тоже погибал. А тот, кто делал свое дело, ну вот как бы жил вот и занимался. Да. Жил сегодняшним днем, как говорится, все, те выжили, говорит.
Это говорит о Поэтому, том, говорит, занимайтесь своим делом и не дергайте, не смотрите по сторонам. Занимайтесь своим делом. Вот и все. Я так. Поэтому я согласен. что- короче, работаем, братья. Да, работаем и все. Так, дядя Жень, ну вернемся к нашим, как Баранам. говорится, пирогам, баранам. Что поменялось за год? Ровно год назад мы у вас были, деревья сейчас мы, ребят, чуть позже покажем. Ну вот так в целом, какой-то может быть подход, видение. Видим, поменялась, шикарная беседка появилась. Ну, беседка, да, она хорошо, прекрасно. Поменялось что? Ну, народ больше стал спрашивать. И, я говорю, у нас даже вот наше сообщество, которое Павловне воды, мы их называем, вот, у нас расширяется это сообщество, да. У нас в крае уже, ну, как сказать, ну, таких ребят, ну, десятка-полтора. Серьезно? Да, таких Серьезно, вот прям ребят. Да, серьезных прямо ребят, серьезных, десятка-полтора. Да. Ничего себе. Сколько Вот. самый серьезный парень, какие объемы представляет? Не, ну вот мы не меряемся объемами. Я объясню почему. Какие объемы и чего? Вот смысл направления. Вот мы же тогда говорили, для чего нужна посадка. То есть первое, на древесину, правильно, Да. да? Либо это будет просто благоустройство, затенение, либо это для пчеловодов, либо это там, ну, для дерева, ну, я не знаю, для чего. То есть разные направления. Для того, чтобы сказать, что что-то идет вперед, ну, пока мы еще не можем сказать. Почему? Потому что, ну, если у меня, допустим, там 3-4 года дереву, да, там год или 2 года, это одно дело. И для чего? Вот у меня вот это вот экспериментальная есть, делянка так называемая, да? Я вижу, что я вот изменилось что? Я между деревьями стал садить. Еще, я вижу. Да, еще. Вот я в данном случае я вырастил саженцы малины. Да. Высадили. Я высадил их по весне, вот они у меня выросли. Прекрасно, затенение есть, не нужна сетка, ничего не нужно. Вот 4 метра расстояния, прекрасно. Я разговаривал с нашим, ну там, парень, который создал наш чат. Да. Мгм. Кто это? Это Максим в Шабельской, в Щербиновском районе. Вот. Щербиновский район, это у нас в крае? Да. Даже не слышал Ну, у него тоже, у него большие. Он в этом году даже посадил парк в этом, ну, договорился с администрацией, посадил парк. Ну, ребята, но если посадил парк, он говорит, как-то видео выкладывал, говорит, ну, парк зашел, все, саженцы посадил, все нормально. Свои саженцы. Бесплатно отдал. А, даже так. Бесплатно отдал. А он заехал надо было траву покосить, а заехал Все скосил. тракторист, все скосил. Отношения, так сказать. Вот. Вот что значит бесплатно. Да, потому что бесплатно. А если бы, да нет, даже если бы, не знаю, ну, в общем, не суть вопрос. Мгм. Я сейчас выращиваю для вот эти вот саженцы, для, ну, есть общественная одна организация, в которой я тоже состою, Ротари клуб называется, вот, и в Краснодаре. Чем она занимается? Ну, это социальной направленности, клуб социальной направленности, бизнес для социальной направленности. Мгм. Вот, это международный клуб. Но суть вопроса, они говорят, давай мы тебе возьмем саженцы, так сказать. Ну, заплатили копеечку там. И я бесплатно вырастил вот эти деревья. Сейчас мы эти деревья, вот 22 числа будем выкапывать и раздавать в школы нашего города. Уже есть план, там построили, ну как, проекты есть, все, там все четко. Вот, и вот эти саженцы пойдут туда. Вот для меня это уже будет, вот как бы сказать. Я вот в прошлом году... Бальзам. Бальзам. В прошлом году осенью мы посадили в Краснодаре тоже, ну там, одни... Я им тоже предложил немного саженцев, ну 100 штук всего. И
Они высадили, там таблички сами поставили. Но у нас тоже люди, есть те, которые с ответственностью относятся. У тех деревья выросли, а те, кто безответственно, вообще ничего не выросло. Да, я приходил по весне, звонил там ответственно, говорю, ну хоть возьмите траву вокруг, вот, оборвите, что ж вы делаете-то? Ну так вот. И в этом году тоже мы им деревьев 30 еще подсадим туда. То есть вот это будет, это мой, как бы, мой позитив, как ты говоришь, что изменилось? Изменилось то, что я все-таки посмотрел плоды своего труда, который пришел на эту аллею, вот буквально неделю назад я заезжал туда, с садовником разговаривал, который ухаживает там вот. Она говорит, вот деревья, а вот те деревья, вот веточки натыкают наши застройщики. Я говорю, так слушай, это дерево-то дорогое, не мое, а то, которое посадили. Да, она говорит, дорогое. А я говорю, у меня-то дешевле дерево. Что ж вы не берете, говорю, у меня. Ну вот, и все. Интересно. Но я говорю, вот, пожалуйста, результат налицо. Ты же видишь, говорю, ну, по 2 метра эти... Прирост. Прирост. 2 метра. Мне хорошо. Я говорю, вот срежете, сделайте технический срез, на будущий год у вас будет высокое дерево, если вы хотите. Но если вы хотите формировать крону там уже на уровне там 1,5-2 метра, то не надо ничего резать, просто пускай растет и все. Угу. Вот. То есть озеленение на озеленение. И я нашел такую бумагу, оказывается. Вот есть такой у нас институт садоводства и виноградарства в Краснодаре, правильно? Есть. Есть. Научно-исследовательский институт. 40 лет победы. На 40 лет победы. В 90-х годах, не помню, или в 89-м, 92-м, не помню вот точно, они проводили исследования по поводу вот этого дерева. Оказывается. Уже тогда? Да, проводили. Оказывается, они рекомендовали, там есть рекомендации прямо, рекомендуем высаживать лесополосы, благоустройство. Вот эти деревья и подходят. И что? Ничего. Деньги заплатили государство. И тополя. И тополя. Я недавно приехал на мой район Метальников, смотрю, свеженькие топольки врезали. Хорошо, молодцы, говорю. То есть Пух пойдет и аллергия. Да, конечно. Вот такие дела. Не, я, ради бога, не настаиваю, но если люди хотят, пускай выращивают тополя. Это их право. Ну вот даже берем с предыдущим, отматываем, грубо говоря, год назад. За этот год у людей желание, интерес к этому дереву повысился? Повысился, да. Повысился. Ну, я не знаю, благодаря вашим, так сказать, роликам, ну, я не знаю, у меня география звонков, начиная от Питера и до Астрахани было, из Астрахани южная точка, где уже с успехом растут мои саженцы, вот, в Астрахани. В Питере я говорю, нет, ребята, не продам. Не продам. Не дам и не проси. Не хочу даже просто. Вот давайте, раз пришли к этому, поговорим. И начиная от Белоруссии, с Белоруссии, и до Владивостока. Вот звонки, вот я говорю, география звонков. Почему Питер нет? Вот недавнешний вопрос из телеграм-канала нашего. Дело все в том, что холодно. Холодно. Ну, дело все... Питер, пожалуйста, вы можете посадить его дерево, но, как вам сказать, оно будет отмерзать. Каждый год? Ну, в общем-то, оно и у меня тоже отмерзает. Они все отмерзают. Верхушки, вот самые верхушки, они все отмерзают, потому что вот самые верхушки, там, ну, несколько сантиметров, они не вызревают. Ну и ради бога, у меня проблем нету. Меня выгнало 5,80 вот в прошлом году. И хорошо. И оттуда пошли уже дальше. Ну, пускай растут. А это голый ствол, который идет на древесину. Если вы хотите в Питере посадить, вы можете посадить. Вы можете посадить, но нужно как бы привыкать к тому, что
Вот оно выросло там, за год у вас условно, ну, полметра, больше оно не вырастет. Тепла В нет. Питере Тепла больше нет. полметра не вырастет. Тепла нет за первый год, я просто за первый год. Потом она отмерзнет. Ну, пусть укутают даже, ничего страшного. А я так, это мои предположения, я не знаю, я не работаю там. На следующий год, вот она, верхушечка отрезана, ну, даже если мы сделаем техсрез, она вырастет на метр. Ну, пусть на 2 метра даже, если вы при самых лучших погодных условиях. Самых идеальных. 2 метра выросла. Ура! В диаметре она будет опять-таки не толстая. И она опять замерзнет. Но замерзнет условно не сама верхушка, а наполовину где-то так. Отмерзнет. Я предполагаю, Ну да. опять-таки я говорю, я не знаю. И вот отсюда опять начнет. То есть на дерево высаживать, именно выращивать на Древесину. на древесину не получится. Как просто дерево можно вырастить, как вот просто дерево. Ну, в Москве ж вот оно растет. Там где-то эти ребята, которые в Тимирязевской академии, они же там посадили дерево и смотрели за ним. Они 3 года смотрели. Но оно как куст. Вот у меня есть такое дерево, я его специально не делал технический срез, я его оставил, оно как куст растет. Да ради бога, если есть желание, пожалуйста, как куст будет, такие же листья, красивые, все, но оно не растет как дерево. Мгм. Так, хорошо. По итогу мы имеем что спустя 3 года? Сколько сейчас, ну наверняка мерили, сейчас пока дождь идет, попозже подойдем еще к деревьям, посмотрим. Сколько сейчас самое высокое дерево у нас? Если честно, я как-то вот первые 2 года мерил. Я помню у вас палочка. Палочка у меня была, все мерил. Вот в этом году, клянусь, я еще не мерил. Ну, на скидку. Но навскидку где-то прирост у меня вот, ну вот то дерево, я думаю, что метров 8. Да. 8 метров. Да, высоты. было 5,80, ну 3 метра выросло в этом году. Ну, я считаю, 8 метров есть. Так, диаметр какой самый большой? Самый большой 150, вот я здесь замерял 150. 150. Это то дерево, кстати, которое ты рубил. Ого, ребят, мы сделаем ставку. 150. Вот то дерево, как раз то дерево, которое ты срубил, помнишь? Мачете, я помню. Мачете. Вот оно как раз 150. Ничего себе. Это самое такое получился круг. Видно, у тебя рука такая, как Легенькая. Бабам и растет. Вот этот вот я срубал. Вот ты срубал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, посмотрите. Посмотрите. Вот это дерево я срубал. Посмотрите, какое оно огромное. Сколько у него высота? Ну вот у меня 190. Ну вот 4 метра было до этого. Я 4 метра оставил его. Вот так вот. И диаметр, ну тут 150 это минимум. Нет, 150 всегда меряется на уровне метра. А, на уровне метра. На уровне метра считается вот это вот оно 150. Шикарная тема. Мне даже не верится, что там выросло из... Сейчас я себя намочу. Выросло, ребят, ну вы помните, мы вставку сделаем. Посмотрите, из того, что я срубал, какой ствол уже вырос. Да. Это космос просто. Ну, срубал я что-то типа, ну, вон следующего, наверное. Вот этот, наверное. Вот Ну, этот. не, это толстый. Это даже уже больше. Еще Нет, меньше. ну вот такой, да, вот то вот был. Вот такой. Вот такую был. худышку я срезал. Вот такую худушку, да. Так, такую вот этот садик для кого и для чего посадили? Ну вот это вот как раз и саженцы, которые будем выкапывать в субботу. Это пойдет на корни. Это, На корни. ну, на корни пойдет, да, и на этот. Мне вот эта тема больше всего нравится. Ага. Оп! Ну, я не умею, дядя Женя обучена. Дядя Жень, а вот там, я помню, вы срубали. Пойдемте. Во-первых, оно и самое высокое, я вижу. Нет, ну срубал я, по-моему, Все. здесь я рубал, или я не помню, Так, где по я рубал. горчице не ходим. Не суть вопроса. Или ходим Вот аккуратно. о чем речь идет. Вот смотрите, вот она пошел, и вот он верхушка Что отмерзло? вот отмерзла, и оттуда пошло уже лист.
Вот пошли эти следующие, вот они росли. Да, я вижу. И вот здесь то же самое, и там. То есть Крона фактически идет оттуда. смысл в чем? Выгнать нам нужно, вот выгнать. Вот он за год, видите, выгнал я. Вот это за год? Вот, да. Ё-моё. Вот за год. Ребята, Он побольше 5, ну 6 метров где-то. ё-моё. Вот за год. Вот потому что вот он срез. А лопух можно убрать? Да, пожалуйста. О, вот это мне нравится. Смотрите, дядя Женя, как лихо. Дядя Женя, Да. напомню, сколько лет вам? Сейчас 72. 72 года, посмотрите. Дядя Женя легким движением руки вот так ляп и ложит. Ну, Ван Дам, ей-богу, Ван Дам. Вот оно, ну хочешь, можем померить, конечно, если желание. Да, Но я думаю, так я наши думаю, что поймут. 5,56 где-то так есть. Нифига Потому себе. что вот она была 5,80, вот это, вот Ага. это дерево, 5,80. А это вот чуть выше. Но верхушечка отмерзнет там вот. Будет где-то 5,80 будет. Ребята, а ну, покажи, Никит. Смотрите, как оно любит влагу. Вокруг Да. каждого дерева все выпито просто. Земля сухая, посмотрите, аж тресканная. Потрескалось, да. То есть это своего рода, чтобы вы понимали, у тех людей, у кого, например, мочак стоит на участке. Я себя сейчас про себя говорю. Вот у меня на участке стоит мочак, и нужно сажать вот такие деревья, оно все выпьет просто. Не боюсь. Боюсь, что нет. Не выпьет? Нет. А почему здесь, смотрите, вот Расскажу. Вот он мочак, вот там мочак. Вот. Вот там мочак, он плохо растет. Я даже вот там специально оставил деревья, чтобы показать. Ребята, вот эти деревья, Поправили. они большие. Вот они выросли, вот такие вот деревья. Где-то 2 метра. Видишь, вот там вот 2-метровые стоят. Палки, просто палки стоят. вижу. Вот, это мочак. Было, снегу много было. Скопилась вода, она постояла, ну, не знаю, там, с полмесяца постояла, и все. Ну, полмесяца, конечно, если Все, В болоте стоит любое растение, помрет так-то. Вот все, она уже, видишь. Нет, Так. ну, нет, посмотри, какой лист интересный. Лист какой здоровый, Так, а да? я сейчас... Мне Сколько надо здесь? такой же лист, а потом мы... 70 где-то. Так, ну вот ожидания ваши от этого дерева, все сходится по плану, скажем, ну, скажем, то, что вы предполагали, и то, что сегодня Ну, не совсем. не совсем, не что не совсем. сходится. Не совсем. Вот если взять народ, вы видите, один Выше? повыше, другой поменьше, Ну да. один похудее, один потолще. Так же и здесь. То же самое. То есть я предполагал, что у меня будет, Все как на плацу. да, как на плацу, все. Нет, один поменьше, другой потолще, один, ну вот разнообразие такое. Для того, чтобы добиться вот ровности такой вот, ровности выращивания, я думаю, что нужно еще что-то, ну, что-то надо изменить. Когда я смотрел, допустим, немецкие сайты, я видел, как они садили. Они садили деревья уже, ну, двухгодичные. А, вот оно как. Двухгодичные, они, значит, у них было, они, видно, садили саженцы и выкапывали их, обрезали корешки, потому что вот, ну, я сам видел, как она обрезала вот это все корешки. У них такой аппарат такой, вот, ну, как ну, пила там дисковая, да. И они ставят это на трактор и вот так вот вставляют ее. Ну, представь себе, площадка, они на тракторе стоят, площадка, и он яму роет, и они туда вставляют это все дело. А сзади еще один, значит, подвязывает. Тут же стоит еще, втыкает такую палочку, тростник. Вот, бамбук, извини, тростник, бамбук. Как Втыкает, подвязку. и этот степлером бухток, и все, и дерево стоит. Мы на садах такое встречали. Да, все. И вот они, первый год у них, эти палочки потом убирают, и все, и оно растет, дерево. Оно корни пустило, и все. Так оно будет ровное. Ровная. Оно будет ровное. Почему? Потому что они высадили его, и оно будет ровненькое, все. Поэтому, Так, ну есть. Не оправдалось, скажем, ну, немножко не оправдал Хорошо. ожидания. Но. Второй вопрос. Вот тут я тоже задался тоже.
а почему мы хотим 6 метров? Вот чтобы древесина была именно 6 метров. Я оставил, допустим, 4. Там мне бревно 4 метра хватит. Не понял? Понял. Ну, мне 4 метра бревно хватит. Доска 4-метровая для, для поделок, для мебели, для... Ну, понятно. Она пойдет, так она быстрее вырастет. Это первое. Нет, я, конечно, стараюсь вот там 6-метровые как бы... Ну, наверное, целесообразнее 6-метровые. Ну, вырастет. целесообразнее, конечно. Можно потерять 1 год, но зато у тебя будет 6 метров. Но вот для себя я тоже еще раз взял технический срез, сделал. И в этом году тоже выскочили, у меня ребята так выскочили, просто. Прелесть, молодцы. Ничего не поливал, не поливал. Поливал только вот эти саженцы, вот эти. А эти тоже не поливал, на этой. Здесь не поливал. Тоже эксперимент сделал. Можно ли выращивать саженцы, не поливая? Можно. 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 Да, они будут разные, они будут... Но если посмотреть корневую, я выкапывал корневую. Хорошая корневая. А нам-то главное, первый год это хорошая корневая. Больше нам ничего не надо. Нам рост не нужен. Нам нужен первый год, это хорошая корневая. И она есть. Все. Больше не надо ничего. Скажите, а ожидания в плане роста самой вот высоты дерева? То есть, соответствует тем, что вы ожидали, скажем? Да. Рост просто поразительный. Все. С другой стороны, вот здесь недалеко я ребятам посадил, там 5 деревьев. Возле трассы, вот что на Джугбу ехать там. Первый год слабенько выросла. Я говорю, давай срежем. Нет, не будем. Я говорю, они будут плохо у тебя расти. Он говорит, как будут, пускай так будут. Ну, они выросли, допустим, в этом году, там, условно, 2 метра. Но я бы хотел, чтобы они уже побольше выросли. Он говорит, ничего, пускай будет так. Ну, хозяин барин. Ему не надо ни на пиломатериал, ничего. Ему нужно, чтобы красиво было. Ну, сделал так. Интересно, своеобразно, да? Да. Скажите, а сегодня идет какой-то вот, скажем, может быть, субсидия? То есть вот павловня сама так таковая уже как бы вот там в государственных инстанциях появилась как садоводство, скажем? Да. Или это до сих пор как что-то иноземное? Мало того, наше государство, помнишь, я первым репортаже говорил, что у нас есть постановление правительства, где высаживайте, Собственно говоря, поэтому и вопрос. Пожалуйста, высаживайте, все. Ну и что? Не прошло и 2 лет, как мы изменили все это постановление. Вот так. Вот так. Сейчас, да, вы можете высаживать, но нужно то-то, 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 проект, там надо разрешение, согласие администрации. Уже не просто в первом постановлении нужно было просто ты проинформировал, что уведомление. А здесь надо разрешение спросить. Один разрешит, второй скажет, да пошел ты. Конечно. Да и все, и до свидания. Естественно, руки поотбивали, ребята вон повысаживали, я не знаю, что. Там хорошо, что тот, кто успел до этого постановления что-то сделать, там оно... Кто получил уже документацию, да, все уже. Они уже... Новое по новой, вот только так. Потому что оно не связано с павловней. Дело вот в чем. Оно не связано с павловней. Это мы понимаем, что вот это дерево у нас в крае, у нас на юге, оно необходимо, потому что у нас солнце, у нас меняется климат, нам нужно быстренько что-то делать. А быстро ничего не получается, если вот это не сделать. Если вот эти деревья не посадить. Вот. Пока нет субсидий никаких, я не знаю. Я не пытался, не старался, потому что я 1 раз спросил, 2 раз спросил. На нет и нет, и до свидания. Нет и нет, ребята, Так что я для себя вот работаю, как бы. Хорошо. Мне интересно, и я делаю.
Хорошо. Но я хочу сказать, что многие ребята целенаправленно делают и выращивают, и сказали, нет, мы будем садить. Вы же понимаете, что у многих людей, кто вообще связался с павловней, в частности у нас в России, это все пошло от вас. То есть, это факт. Да 1,8 миллиона просмотров, ребят, на сегодня данного видеоролика, снятого почти 3 года назад, это факт. То есть каждый человек, который хоть чуть-чуть связан с сельским хозяйством, обязательно видел это видео. И как бы люди, я так думаю, от вас ждут какой-то каких-то лайфхаков, что ли. То есть какой-то больше информации. То есть, может быть, у вас уже за это время появилось, с того года мы имеем в виду, появилось какое-то понимание, какие сорта лучше брать. Ну смотри, посадил между этими малинку. А что за сорт? Тут 2 сорта, я не помню сейчас. Если честно, не буду... простые, таганка, полка какие-то? Не. Какие-то... Импортные? Моровилла, Энросадира? Моровилла. Одна моровилла, одна... еще какая-то. Это одна я знаю, что моровилла. Вот там... Таганка? Натанаха. Натахала. Название малины я не силен. Натахала у меня и моровилла. Это очень хороший сорт. Хороший Моровилла сорт, точно. Так, эти деревья, повторим, ребят, 3 года. Да, 3 года. А тут даже видно, тут даже посчитать можно. 1 обрубка, 2 и 3. Не. Нет, это нет. Там никак ты не посчитаешь. Смотри, даже обрезал насколько оно заросло внизу. Не видно даже, что обрезано. Даже не видно, что обрезано было. Представляешь, технический срез не видно здесь. Здесь не видно. Если там видно, допустим, технический срез, он слишком высоко, я срезал его. А здесь вообще не видно. Дядя Женя, давайте напомним зрителям, сколько стоит куб павловнии? Куб павловнии? По последним данным, пиломатериал стоит 600 евро, а пиломатериал стоит 250 евро. Кругляк, наверное, 250? Кругляк, да. Да, и пиломатериал 600 евро. 600 евро, да. Да. Это то, что я видел последний раз где-то такие цены тоже месяца 3-4 назад. Да, и теперь действительно, если раньше, когда вы говорили, я забивал в Авито, не мог найти в Авито. 3 года назад я не мог найти. У нас нету его. Да, а сейчас я в Авито забивал, уже появилось. Уже появилось, потому что привозят. Да, у нас даже в нашей группе, ребята, сколько привезти пиломатериала? Привозят пиломатериал. Трогали хоть раз прям пиломатериал? Я пиломатериал не трогал, срез трогал, срез дерева. Она легкая до безумия? Легкая до безумия. Я тебе помнишь палочку? Что она такая была, легкая, что там говорить. А куда оно основное используется? Основное прям? Сейчас сауны начали, отделка, да. Почему? Потому что пожароопасность чуть меньше. И второй, красивая отделка. Я рисунок ее хотел посмотреть. Рисуночек, да. Но он что-то похож на бук. Что-то на бук, но что-то на бук и... может быть, палисандр. Нет, палисандр нет. Так, есть. В общем, так. А давайте пройдемся. Это мы сейчас стоим садик под поливом, а сейчас мы с вами дойдем до садика. Эти саженцы где без полива, ребята, покажем. Это с поливом, да. Это были с поливом. Где брать саженцы? Постоянный вопрос. Где взять саженцы? Где взять? Как сказать? Мы запустили эту тему с мирисистемной лабораторией. Это мы в том году слышали. Да, запустили. И в этом году я эти уже вырастил через лабораторию. Да. Хорошо. Да. Людям где купить эти саженцы? У людей нет лаборатории, они не запустили. Ни с кем. Наверное, в лабораторию обращаться и все, и они скажут. То есть вы сами саженцы... Нет, я саженцами как не занимался, так не... Я только корешки. Корешки, пожалуйста, кому надо. Давайте расскажем, что такое корешок. Корешок это... я высадил дерево, но оно выросло у меня там условно 2-метровое. Угу. Я выкапываю его, обрезаю корешки. И эти корешки, пожалуйста, я могу... Так, есть понятие. Какой длины необходим? 10-15 сантиметров. 10-15 сантиметров 10-15 должен быть корешок. Да. А самое главное, давайте зрителям расскажем, почему вы отправляете работаете с корешками. Во-первых, удобнее потребителю.
Объясню почему. Ведь если условно я высылаю саженец зеленый, то есть он его получил, как вот я первый год делал, там у меня приезжали ребята, 600 штук забрали сразу, допустим, к примеру, ну и они вынуждены сразу что-то садить где-то. А корешок что? Он взял корешок, допустим, в Астрахани он его посадил, условно, корешок в землю у себя, там, условно, в феврале месяце. В землю или в горшок? В горшок. В феврале месяце посадил. А тот, кто живет в Ростовской области, он где-то в апреле посадил. Но они выросли, допустим, я почему? Потому что в апреле уже можно, в начале мая садить в Астрахани, а в Ростовской области, ну, раньше конца мая ты не будешь высаживать. Вот. Поэтому им удобнее эти корешки. Поэтому, ребята, ну, есть такие, конечно, что мне звонит с Астрахани, он говорит, слушай, что-то они у меня пошли хорошо, а потом как-то все засохли, вот сразу все стали пропадать. Я говорю, а ты мне сфотографируй, пожалуйста, и пришли. А он, когда мне присылает, пивные стаканы он посадил, ну, пивные, пол-литровые, ну, ради бога, или пол-литровые, да. Он посадил, хорошие корешки, все там. Но, а я его спрашиваю, а ты дырочку для дренажа сделал? Нет. Я говорю, а что ж ты хочешь? Ты в грязи выращиваешь, оно что загнило у тебя там? Вот и все, пожалуйста. Такая мелочь буквально. То есть давайте подведем итог. Да. Касаемо саженцев, объясним нашим зрителям. Ребята, чтобы, например, вот вам нужны саженцы павловнии, берем, да? Звоните дяде Жене. Вам, к примеру, надо, ну там для дома пускай. Возьмем там 50 штучек, условно, 50. Представляете себе, 50, вот дядя Женя, мы в том году были, вот такие горшки 50 штук вам отправим. Да, ну это... Доставка просто съест вас. Да, фактически конечно. один горшок, условно, в какую-то берем, там, Москву, предположим, Да. Московскую область, Центральную Россию, отправляем вот такой горшок, ну минимум, один горшок у вас поедет просто минимум, 1000 за 3. Да Умножьте нет, на 50 и получите цену. Ну, 3 не 3, конечно. Поменьше? Поменьше, конечно. Поменьше. Ну ладно, бог но с не ним. играет роли, все равно Или дорого. 50 штучек, у вас уйдет вот такой да. пакетик, и Да, доставка там у вас будет, ну, 500 рублей. Рублей 500. Вот Да, дядя Женя. 300-500 То есть это рублей, удобство только в... И в деньгах, и транспортировке, И дешевле. я и так понимаю. дешевле, ну, естественно, получается дешевле. И каждый он для себя решает, ага, вот, В какое время года сажать? когда сажать. Вот так отсчитал там 1,5 месяца, вот до высадки. К примеру, я говорю, что если в Ростовской области, вот он взял у меня, к примеру, он говорит, так, когда нужно? Я говорю, вот тогда. Отсчитали, вот в это время примерно посадишь. В это время уже можно и такую неотапливаемую теплицу какую-то поставил, там, если не обязательно дома, а в теплицу, даже неотапливаемую. И она порастет, уже расти будет. Уже дневные температуры-то большие уже, ну ночные там ничего страшного. Вот. Так, хорошо, есть. Вот. Когда начинается реализация этих Корешков? самых корешков? Вот уже мы будем, сейчас я буду выкапывать и уже начинаю уже. Черенковать, да? Да, уже черенковать начну уже все. Сколько, самый главный ответ на вопрос, сколько стоит один черенок? How much? Ну, я не знаю, там, смотря сколько брать будут. Все зависит от объема. Ну, средний, Конечно. средний Ну, давайте. 100-150 где-то так. 100-150 рублей, ребят, в зависимости от Да. объема. Но я считаю, это, ну, на самом деле, очень дешево. Это дешево, да. Очень дешево. Но дело все в том, что у нас есть сообщество, и мы, так сказать, между собой решили. Ребята, вот цены такие-то. Да, все, вопросов нет. У нас вот ярмарка была, вот сейчас последняя. Мы... То есть не вот это шкуродерство, когда саженцы продают по 1000 рублей, по полторы. Нет. Ну, мы, чтобы хоть чуть-чуть себе, ну, как бы на штаны так вот заработать. Ну, во-первых, у меня же еще и работники есть, работают. Дядя Женя, хорошо, с саженцами разобрались. Что вот видите, что, вернее, я увижу, приехав на следующий год? Какие планы вообще на будущий год? Планы? Угу. Фу. Ух, так вздохнул. Ух. Планы всегда наполеоновские. Суть вопроса в чем, что если в этом году я, допустим, 500 саженцев делаю, деревьев, правильно надо сказать, саженцев деревьев,
для города подготовил. Подарить. Это дарим мы. Клуб, я. Вот. А на будущий год я хочу, чтобы 1000 штук хотя бы уже мы немного одолели. И это я для, опять-таки, это будет не с точки зрения там заработка, нет, это чисто альтруистское направление. Жест доброй воли. Жест доброй воли. Ну а поговорим про деньги, историю про деньги. То есть вот Деньги я... денег нету. Я не по-моему. зарабатываю деньги. Нет, хорошо. Я Мы- не зарабатываю деньги, я вам серьезно говорю. У меня здесь... Нет, я здесь не зарабатываю. Это больше хобби. Это хобби мое. Но при желании я бы мог бы зарабатывать. При желании. То есть сейчас востребованы и саженцы, и деревья. Оно все востребовано. Но только надо продвигать. Но я не занимаюсь этим. Я вот, пожалуйста, кто хочет, расскажу, покажу. Я говорю, у меня звонки, ну вот вчера был у меня там в чате, не в чате, а в этом, в WhatsApp мне пишет один. Вот я хочу заработать. Я говорю, ну зарабатывай, пиши бизнес-план, делай и все. Ну, парень, а вот скажите как? Я говорю, Как заработать? Как заработать? Дядя Жень, как заработать? Ну вот действительно, на чем наполнение? Возьмите бизнес-план, составьте, что вы хотите, какое вы направление берете. Вы берете направление саженцев или вы берете направление выращивания леса. Это разные вещи. Вот в чем дело. Вот у меня много брали корешков, именно я отправлял. Ну, допустим, в прошлом году я отправил, вчера вот мне звонил с Донецка парень. Ну, я его не знаю, парень, мужик, ну, не суть вопроса. Он говорит, у меня вот выросли вот так, вот так, вот так. Правильно или неправильно? Я говорю, правильно, молодец, все такое прочее. То есть звонков ежедневно, ну не ежедневно, но много. Я представляю. Вот, много звонков, и я никому не отказываю, и я звоню, и разговариваю, если я могу. Либо по WhatsApp, ну лучше, конечно, по WhatsApp. WhatsApp задали вопрос, когда надо, мы можем в любой момент созвониться и поговорить. Так, хорошо. Ну, подведем такую небольшую линию итогов, а потом пойдем сразу смотреть прошлогодние, вернее, трехлетние, Да. первый раз я их увидел, Да. посадки, и покажем, ребят, как выросло. Да. Где на Павловне деньги основные, как люди наши любят, быстрые, надежные и конкретные. Ребята, быстрых денег здесь не будет. Хорошо. Здесь самые быстрые деньги только на саженцах. Все, это самые быстрые. Но вообще на посадках быстрых денег не ждите. Не ждите. Я изначально говорил, 7-8 лет. Никто не хочет заморачиваться на такой срок. Долгие деньги. Никто не хочет. Вот это долгий процесс, все такое прочее. Вот, долгие, недолгие, 3 года прошло. 3 года прошло, ребята. А еще раз только вот и 7, и 8 лет пройдет. Да, оно так и пролетит. Оно не пройдет, оно пролетит. Так и есть. Действительно, уже 3-й год мы... Да о чем всегда речь идет? А если бы мы изначально посадили сразу где-то условно гектары, гектары. которые С там десяток вот хотя бы. зарастают у нас в предгорьях, зарастают, мне сердце кровью обливается. Я еду там в Хадыженск, в Апшеронск, еду там вот поля. Ребята, Поросли зарастают, уже, да. поросль зарастает уже. И никто. Вот тут придут, ага, ты здесь есть, тебя накажут за то, что у тебя тут один кустик не так растет. Накажут. А посмотрите, что творится, там зарастает все. Ребята, ну что ж вы делаете? Ну надо же землю-то любить, ну надо за ней ухаживать, за ней надо. Ну мне просто, я не знаю, раздайте, не надо, раздайте людям, раздайте. Нет, вот конкурсы придумали, все. Мне один тут недавно рассказывал, да я хотел вот тут, заморочился, говорит, на конкурс, хотел выиграть конкурс. Ко мне обратились две компании. 300 тысяч дай, и мы уйдем с конкурса. Нормально. Я слышу такие истории. Я слышу. И мы уйдем с конкурса. Да. Он говорит, да зачем оно мне нужно? Лучше я брошу все это дело и не буду заниматься. Я Вот слышу. в чем суть вопроса. Слышу это. Но я не хочу ни о чем не подозревать кого-то, чего-то, ничего. Ну просто я говорю, значит, механизмы надо какие-то менять. Менять механизмы вот этой с землей работы.
Отобрать у тех, кому не надо, и дать кому надо. Ну, у нас есть такой закон. Есть такой закон. 3 года ты не... У нас 10% земли нашего Краснодарского края по данным Greenpeace 10% не обрабатывается. 3 года, минимум 3 года. Они взяли только цифры, которые не обрабатываются 3 года. Вот она есть площадка, и она зарастает. Ну, далеко не надо ходить, вот он. Да море где таких участков? Да Море. не, вот оно, вот. Вы посмотрите, вот вы дорога, сейчас будете уезжать. Лес. А там не было леса. 3 года назад не было. Поляна была. Она уже заросла. Но потом надо будет убирать. Значит, надо будет корчевать, убирать и так далее и тому подобное. Да. Ах, ну ладно, это о грустном. Не надо о грустном, давайте мы о хорошем. Солнышко вон выглядывать начинает, дождь заканчивается, пойдем смотреть. Пойдемте на Да. поляну? Вот это экспериментальный участок, знаешь чего? По секрету. Но всем. Это секрет. Это секрет. Ну, всем. Нет, она не секрет. Я вам скажу, с 1957 года по 2015 год наш институт животноводства проводил эксперименты по выращиванию клевера открытоземного называется. Клевер открытоземный. Значит, клевер растет в нашем регионе где-то... Вы что-то высоко показали. Да, да, именно вот такой. Значит, у него сколько... 1,5 метра высотой клевер? Да, клевер вот такой. Мало того, на клевере цветов снизу до самого верха. Ну, наверное, и стебель, как у половнии, будет вот такой. Нет, он идет как куст. Куст, ну, как тебе сказать, вот, Ну, куст. я не видел его, просто один профессор, у него 5 грамм семян мы попросили, вот посеяли. У него колоссальная урожайность, ну представь себе, вот это вот такой вот он Это растет. космос. Как говорит, когда попробовали в хозяйстве в одном садить, поломали все эти агрегаты, когда убирали. Нормально. Почему? Потому что, ну, к такому Диджей, ну валу иди- они, вот они, Видите, вот что я срубал? 150, вот он 150. Вот это что посажено? Это горчица. Так. Ну, Есть. это ж сидираты что-то. Так, дядя Жень, вот здесь мы видим садик, который растет абсолютно без полива. В этом Да, году он, посажены? Или когда он посажены? Мы Он видим, посажено весной. А почему маленький? Потому что без полива. Без полива. Без полива. Ну, тут только мы травку убирали и все, пололи. И все. Просто без полива совершенно. Так, мы И- можем смело сказать, что без полива на юге где-то метр вырастает. Метр, да. Метр. Да. Прекрасно. Вот без полива. Там, обратил внимание, и 1,5, и есть. И 2 есть. Я Ну, уже и 2 там видел. есть. Да, по-моему, даже. и 3 даже есть. Не, 3 я не считаю те. И 2 есть. 2. Но там с поливом. Сажалась корешками, как вы говорите? Я с лаборатории получил вот такие. Ой. Вот такие вот Ой, такие, да. ой. Мы их высадили в горшки, а через горшки пропустили, и потом саженцы 15-20 сантиметров сюда уже пошли. Шикарно. Да. Я бы даже сказал прекрасно. Но- А вот это что за переросток? Но стоит? мы немножко опоздали здесь, потому что нас задержала лаборатория. Вот так. Да. В лаборатории всегда всех На задержали. 2 года. Ой, на 2 месяца нам. Задержали на 2 года. Почему О. вот это такой переросток? Ты посмотри, что делается. Нору кто-то прорыл. Да, этот, лисы что-то. Лисы ходят. Да, лисы или енот. По-моему, они корни хотят съесть. Э, Почему вот это такой большой? Вот этот сохранился с прошлого года. Ага. Он отмерз, но вырос в этом году. Вот он. То, что вымокли, часть вымокла вот здесь вот у меня. Угу. Вымочка была. Просто почему? Потому что здесь он на пригорочке, а так вот, где, видишь, низинка, там была вода, стояла, и все. Так, дядя Жень, показываем нашим зрителям. Вот это что такое? Которая Погрызана совка или кто-то другой жрет? совка Насколько это критично? не критична вообще. Абсолютно. Не вообще. Какие-то обработки проводили на... Я здесь ничего не проводил. Вот в прошлом году, позапрошлом году проводил. В этом году не проводил. Но
Сейчас я буду в осень, буду триходермой все проходить. Вот так. Да, всю землю. Мы большую партию закупили, просто чтобы обеззаразить всю землю нашу. Противогрибковым, да? Да, противогрибковыми. Ну и она ж убивает и гадость эту всякую. Вот так. Да, поэтому... Пустое, ребята, абсолютно внутри. Да. Даже лист пустой, да, точно. И ствол будет пустой, если сейчас. Ну, да, если первый год, если срезать, то пустой будет ствол. После технического среза она зарастает. И как бы там есть такая пустота, но она тоненькая-тоненькая остается. Вот, несмотря на то, что оно пустое, его даже не сломать. Очень крепкое дерево. Крепкое. Ну что, ребят, вот такой вот у нас получился выпуск, 3-й уже. Внизу 3-й. оставим ссылку на предыдущие видеоролики. Дядя Жени, огромное спасибо. Привет от всех зрителей. Спасибо. Ждем вас постоянно, ждем какой-то информации. Ну, Вас попросим, если что-то новое, что-то вот узнали, обязательно надо доводить уже до своих. Раз вы начали это дело, надо доводить его. Ну, нет проблем. Я как-то не думал, что... Так это всех заинтересует. Да, что заинтересует это так. Ну, все, что от меня зависит, я все расскажу. Я ничего не таю, с собой не заберу. Не буду забирать с собой. Все, Все, дядя Жень, огромное спасибо. Все, давайте. Ребята, вам приятного просмотра и до скорых встреч. Всем удачи.